Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать нежнейшие мотивы и соединять их в единое красивое ажурное полотно последним рядом вязания. Крючок у меня 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Вы можете взять буквально любую пряжу и подобрать крючок. Начинаем выполнение нашего мотива с 5 воздушных петель, замкнутых кольцом. Раз, два, три, четыре, пять. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово. Далее я приступаю к выполнению первого ряда. Выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют первый столбик с накидом. Далее накид и в колечко провязываю 19 столбиков с накидом. Считаем. Раз, два, три. При этом ввязываем остаток нити. 4, 5 и так далее, пока моих столбиков не будет 19. Очень плотненько столбики прижимаем друг к другу. Я выполнила 19 столбиков с накидом, завершаю выполнение первого ряда, ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И приступаю к выполнению второго ряда. Опять же 3 воздушные петли подъема, далее 2 воздушные петли арки, накид и в вершинку следующего столбика выполняю столбик с накидом. 2 воздушные, накид, столбик с накидом, 2 воздушные, накид и в следующую вершинку столбик с накидом. Все очень просто, так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение второго ряда, ввожу крючок раз, два в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И приступаю к выполнению третьего ряда. Для этого под арку я выполняю соединительную, далее воздушная и под эту же арочку выполняю столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных. Раз, два, три. И под арку из 2 столбик без накида. Раз, два, три. У нас будет с вами ряд арочек из 3 воздушных. Так мы вяжем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение третьего ряда, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и соединительная. Третий ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению четвертого ряда. Мы переходим к началу ряда. Для этого я выполняю первую соединительную и воздушную петелечку арки вторую. Далее воздушная и под арочку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Четвертый ряд у нас с вами большие арочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Видите, аж из 9 воздушных состоит арочка. И очень внимательно я пропускаю одну арочку. В следующую арку ввожу крючок, столбик без накида. Далее опять арка из 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Пропускаю в следующую столбик без накида. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего четвертого ряда. Завершаю выполнение четвертого ряда. Очень внимательно пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, соединительная. Четвертый ряд готов. И приступаем к выполнению пятого ряда. Под арочку я выполняю соединительную, далее воздушная. И под арку буду выполнять 10 столбиков без накида. Считаем. Раз, два, три, четыре, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Выполнили. И теперь под следующую арочку точно так же 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Так мы выполняем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение 5-го ряда. Я ввожу крючок, очень внимательно пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. Мой ряд завершен. И приступаем к выполнению 6-го ряда. Для этого к началу ряда я перехожу соединительными. Смотрите, выполняю вершинку столбика первую соединительную и вершинку следующего столбика вторую соединительную. Далее 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее накид. И в каждую вершинку я провязываю по одному столбику с накидом всего 5. Это первый, второй, третий, четвертый и 5. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И под следующую арочку смотрим. Вот первый столбик, который я провязывала под арочку. Второй. И вершинку третьего выполняю первый столбик с накидом. Всего столбиков должно быть 6. Первый готов. Далее второй. Третий, четвертый, 5 и 6. Проверяем, у нас должно остаться 2 свободные вершинки. Выполнили все верно. Далее мы выполняем арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И как и ранее. Первую вершинку пропускаем, вторую, в третью столбик с накидом. И так провязываем наши 6 столбиков с накидом. Далее арочка и вяжем до конца ряда. Завершаем выполнение 6-го ряда. Я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Соединительная. И переходим к началу нашего 7-го ряда. Для этого я выполняю соединительную вершинку следующего столбика. И далее начинаю выполнение с 3 воздушных петель подъема, которые заменяют столбик с накидом. Далее накид и провязываю 1, 2, 3 столбика с накидом. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных и под арку выполняю 2 столбика с накидом. 1 и 2. Арочка из 3, накид, пропускаю первую вершинку и далее провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Далее опять арочка из 3. 1, 2, 3. Под арку 2 столбика и так далее. Арочка из 3 и так далее. Так я выполняю до конца ряда. Завершаем выполнение 7-го ряда. Я ввожу крючок в
третью воздушную петелечку подъема выполняю соединительную. И перехожу к началу 8 ряда. Вершинку столбика выполняю соединительную. И начинаю выполнение 8 ряда с 3 воздушных петель подъема, которые заменяют столбик с накидом. Далее накид. Выполняю первый столбик с накидом и в следующую вершинку второй. Далее очень внимательно 11 воздушных петель арочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид и провязываю 2 столбика с накидом. 1 и 2. Далее опять арочка из 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. Пропускаю первую вершинку и далее выполняю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Выполнение столбика, видите, как бы у нас асимметричное, но смотрится очень красиво, мне очень нравится. Здесь можете поэкспериментировать, вместо 3 столбиков сделать 2, тогда у вас будет симметрия. Но мне нравится именно так. Далее опять арочка из 11. И так мы продолжаем с вами выполнять до конца нашего ряда. Завершаю выполнение 8 ряда. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и соединительная. Вот такой нежный, красивый мотив у нас с вами получается. И начинаем выполнение следующего ряда. Это у нас 9 ряд. К началу ряда переходим к соединительной. Ввожу крючок в вершинку, выполняю соединительную. Далее воздушная. И в эту же вершинку я выполняю столбик без накида. Далее под арочку я выполняю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. И еще 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее очень внимательно пропускаю вершинку, в следующую вершинку выполняю столбик без накида. И продолжаем работу. Под следующую арочку мы под каждую арочку будем выполнять все точно так же. Обвязываем ее столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не забываем арочка из 3. И опять 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее в этом случае мы вводим крючок в центральный столбик, выполняем столбик без накида. И опять под арочку точно так же 6 столбиков без накида и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего последнего ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. И далее воздушная, ниточку обрезаю. И нам остается с вами убрать ниточки, посмотреть, что у нас получилось.
Сам мотив можно использовать как салфеточку, то есть как отдельный элемент, а мы с вами рассмотрим, как соединить наши мотивы в единое красивое ажурное полотно. И мы продолжаем с вами работу. Я выполнила уже небольшое полотно. Вот наш мотив, который мы будем присоединять за счет выполнения последнего ряда вязания. Обращаю ваше внимание, что сначала мы с вами присоединяем наш красивый ажурный мотив вот в двух местах через столбик без накида при выполнении арочки. Далее мы 3 наши вот такие арки пропускаем с одной стороны и вот с другой стороны на нашем мотиве, который будем вязать. И то же самое будем выполнять при присоединении ко второму мотиву. Пропускаем 3 арочки и к 2 будем присоединяться. Далее, вот уже хорошо видно, у нас есть с вами малый мотив или элемент, который мы с вами будем выполнять и присоединять к нашим пропущенным арочкам. Приступим к работе. Начинаем наше присоединение за счет выполнения последнего ряда вязания в нашем недовязанном или незавершенном мотиве. После того, как я выполнила 6 столбиков без накида, я выполняю по узору одну воздушную петлю арки. Далее вторую воздушную петлю арки я буду заменять столбиком без накида. И смотрите, вот у меня место присоединения к мотиву. Я отсчитываю 1, 2, 3, 4 к 5 арочке. Вот моя арка из 3 воздушных. Я ввожу крючок с изнаночной стороны. Давайте вот я таким образом сделаю, чтобы вам было хорошо видно. Ввожу с изнаночной стороны, выполняю столбик без накида. То есть в арочке из 3 воздушных я центральную воздушную заменила столбиком без накида. Далее воздушная. И я возвращаюсь к моему мотиву, который вяжу. Выполняю по узору 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнила. Далее я выполняю столбик без накида, то есть я выполняю все по узору здесь. И далее опять 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная. И повторим наше присоединение уже к другой арочке. Вот наше присоединение. Первое готово. И вот будет второе наше присоединение. Ввожу крючок под арку из 3. И выполняю столбик без накида. Далее воздушная. И возвращаюсь к работе с моим мотивом. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше по узору столбик без накида. И далее под арочку начинаю выполнять столбики без накида. Я остановлюсь, покажу наше присоединение. Вот видите, в 2 местах. Точно так же, как и мы выполняли ранее в нашем полотне. Вот хорошо видно. И далее вы самостоятельно выполняете обвязку 3 арочек. Начинаете выполнять обвязку 4 арочки. И мы повторим с вами присоединение уже к нашему следующему мотиву. Вот видите, уже готовое присоединение. Давайте еще раз рассмотрим. 2, 2. И за счет дополнительного нашего мотива
мы будем уже соединять пропущенные арочки. Мы обвязали наши 3 арочки, начали обвязочку 4. И теперь смотрите очень внимательно наши мотивы. Присоединяемся теперь к этому мотиву. Также отсчитываем 1, 2, 3. И теперь к 4 арочке мы будем присоединяться. То есть здесь у нас 3, видите, свободные. И здесь 3. Обязательно себя проверяйте. Далее, после 6 столбиков без накида, я выполняю 1 воздушную. Вторую воздушную, как и ранее, я заменяю столбиком без накида. С изнаночной стороны под арочку столбик без накида, воздушная, и опять 6 столбиков без накида. То есть все точно так же, как мы выполняли с вами ранее. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, столбик без накида. И далее 6 столбиков без накида под арочку и присоединяемся уже ко второй арке. Я покажу, что у нас получилось. Еще раз повторюсь. Смотрите. Присоединение, 3 свободные. Присоединение, 3 свободные арочки. Присоединение, 3 свободные. И на нашем мотиве, который мы выполняем, присоединение, 3 свободные, присоединения. Далее у нас будет с вами еще точно такое же присоединение, как мы с вами выполнили. И завершите выполнение мотива самостоятельно, точно так же, как мы с вами выполняли ранее. Начинаем выполнение нашего малого мотива с 8 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ввожу крючок в первую воздушную, выполняю соединительную, колечко готово. Далее я выполняю 4 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. И далее очень внимательно я выполняю 2 накида на крючок и в колечко провязываю 23 столбика с 2 накидами. Первый столбик, при этом ввязываю остаток нити вот таким образом. Второй столбик, третий и так далее, пока у меня не будет 23 столбика с 2 накидами. Прежде чем продолжить, мы с вами смотрим на наш малый мотив. Присоединяемся мы за счет столбика без накида. Очень все просто. Мы выполняем с вами 9 воздушных, столбик без накида, 9 воздушных. Далее 7 воздушных, столбик без накида, 7 воздушных. И далее опять 9 воздушных, столбик без накида, 9 воздушных. Все очень просто. Мы сейчас с вами рассмотрим принцип присоединения. Вот наши свободные арочки. Напоминаю, в каждом мотиве их по 3. Наш ряд незавершенный. Я завершаю выполнение ряда соединительной в 4-ю воздушную петелечку подъема. И далее начинаю выполнение следующего ряда. Воздушная, вершинку, точнее воздушную в эту же выполняю столбик без накида. И далее начинаю выполнение моей арочки. 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Беру любой мотив, как вам удобно. И напоминаю, вот смотрите, 3 наши арочки. К центральной мы присоединяемся 7, столбик без накида 7. По краям это будет 9 воздушных, столбик без накида 9 воздушных. Я ввожу крючок с изнаночной стороны и столбик без накида. Далее опять 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Беру мой мотив малый, пропускаю одну вершинку, в следующую ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее смотрю по моему мотиву, ну, по моему, точнее, полотну, и опять у меня идет арочка из 9 воздушных. Обращаю ваше внимание, что начать присоединение вы можете буквально с любого места. Можно с этой арочки, то есть 7 воздушных, столбик без накида, 7 воздушных. Можно с 9, то есть тут уже все зависит от вашего желания и как вам удобно. Далее продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять же смотрим на наше полотно, под арочку столбик без накида, выполнили. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем вершинку, в следующую вершинку столбик без накида. Далее у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Беру следующую арочку, под 3 воздушные, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаю вершинку, столбик без накида. Далее 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующая арочка, столбик без накида. И давайте довяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем вершинку, столбик без накида. И я останавливаюсь, мы смотрим, что у нас получилось. Вот наше присоединение. Напоминаю, вот видите, арочка 9, столбик без накида 9, 9, столбик без накида 9. Далее у нас идет 7, столбик без накида 7, 9, столбик без накида 9. И далее опять 9, 7, 9, то есть 9, точнее, столбик без накида 9, да, то есть полная арка, это у нас получается с вами 19 воздушных. Центральная воздушная заменена столбиком без накида. И малая вот такая арка, это 15 воздушных, 7. Далее 1 воздушная заменена столбик без накида и 7. И так вы выполняете до конца нашего, ну, скажем так, ряда, да, потому что это у нас ряд в нашем малом мотиве. При этом выполняете присоединение. И давайте уже посмотрим еще раз на готовое присоединение. Вот. Ничего сложного, получается очень нежно, просто и красиво. Завершу выполнение я вместе с вами. Завершаем выполнение нашего малого мотива. После того, как я выполнила столбик без накида, 7 воздушных, очень внимательно я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, захватываю нить, выполняю соединительную, далее воздушная, ниточку обрезаю, хорошо подтягиваю и уберу нить с изнаночной стороны полотна. И посмотрим, уберем ниточки и посмотрим уже на готовое полотно, которое у нас с вами получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшее полотно из красивых ажурных мотивов. Научились соединять полотно последним рядом вязания, выполнили вот такие милые маленькие мотивы. И у нас получилось очень красивое полотно. Полотно может стать основой для создания буквально любого изделия.
Вы можете сделать скатерть, покрывало, можно сделать кардиган, блузу. Ну, то есть все, что захотите. Все зависит от вашего желания. Я всегда своим студентам говорила, что мы сначала с вами создаем полотно, а затем уже работаем над самим изделием. То есть обязательно, если это, допустим, кардиган или блуза, да, то мы дизайн какой-то придумываем, уже основываясь на нашем полотне. Вот такая красота. Обязательно пишите в комментариях, что получилось у вас, где вы планируете использовать. До новых встреч и, конечно же, творческих вам успехов!